Что же такого произойдет в вашей жизни интересного? То, о чем вы мечтали и долго, может быть, ждали. Сначала давайте посмотрим на сегодня, как происходит ваше событие. Стоит ли ждать? Нужно ли вам исполнение вашей мечты? Может быть, мечта такая, ну, которая и не нужна вовсе. Потому что бывают разочарования после исполнения мечты. Но в вашем случае мечта такая, можно даже сказать, не ваша, а вашего окружения. Ну, какого-то важного человека. Здесь у нас вышло 2 короля. Есть решимость иметь. У вас есть возможности, есть какие-то знакомства полезные. У человека, который здесь у нас вышел, есть буквально все. И возможности, и потенциал, и какие-то разрешения на руках. Но вот действительно сомневается, а нужно ли мне это? Есть какие-то сомнения. А можно ли доверять тем людям? А стоит ли вкладываться в то дело, которое меня интересует? То есть с деньгами вы так просто не собираетесь расставаться. А вы сначала подумайте хорошенько, исполнение мечты нужно или нет. Перемены нужны мне или нет. Но вот страшат вас какие-то обязательства, а люди-то наперебой здесь вам предлагают какие-то варианты. И здесь есть очень много людей, даже может быть не один, а несколько, большое сообщество людей. Ну, кто-то, возможно, здесь имеет много друзей, родственников, много информации. И даже встречи такие неожиданные. Сегодня я встретил, поговорил, мне сказали. Завтра я встретил другого. Ситуация как будто подтвердилась. И здесь действительно даже, возможно, какая-то женщина будет замешана в том деле, которое вас интересует. И женщина вам многое пообещает. Либо она вам просто понравится. Ну, какая-то такая особа, скажем так, у которой в руках вся власть. Ну, может быть, придется к ней ехать и как-то с ней разговаривать, на свидание приглашать. В случае, если кто-то находится в поиске своих отношений, и речь может идти о встречах, встречи здесь идут деловые с одной стороны, но с другой стороны с долей симпатии. Но знайте о том, что если вы вяжетесь в какую-то авантюру, если вы доверитесь, то вас ждут какие-то новые свершения. Новые свершения в плане того, что вам могут дать то, о чем вы мечтали. Это может быть карьера, работа, то, что вас интересует, имеет под собой свойство протяженного во времени, то есть не сразу все исполнится. Есть какие-то обязательства, вам дадут подписать документы, но дело в том, что вы можете, ну, буквально либо разочароваться потом, либо даже можете допустить какую-то ошибку. Поэтому всевозможные контракты подписывайте, сначала прочитав их. Даже просто возьмите с собой домой, чтобы внимательно все прочитать. И вам нужны еще специалисты. Вам нужен человек, потому что вы сами здесь как будто не справляетесь. Вам нужен еще кто-то, который вам поможет в подписании документов и в получении достоверной информации. Ну а в случае, допустим, каких-то отношений тесных, каких-то отношений в любви, может быть, такая ситуация есть. Вот буквально ситуация, как будто вы здесь можете неожиданно влюбиться, поехать за этим человеком, с этим человеком, довериться этому человеку. Ну, потому что здесь ваше сердце, можно сказать, немножко изболелось. Вам хочется, чтобы кто-то даже за вас решил. Вот буквально даже уже устали решать какие-то свои проблемы. Может быть, вам нужны какие-то наемные помощники. И вы здесь обращаетесь к таким людям. Людей-то вы найдете, контракты-то вы здесь подпишете. Но вот есть какое-то разочарование небольшое. Либо разочарование из-за того, что не все так быстро происходит, как бы вам хотелось. Но здесь ситуация еще связана именно с вашей индивидуальной деятельностью. Может идти речь о вашем бизнесе, может идти речь о вашем персональном взгляде, потому что люди как будто вмешиваются в вашу жизнь. Даже вот так вот неожиданно встречаете кого-то, с кем-то общаетесь, как будто поневоле даже сначала приходится куда-то ехать. Вот буквально такая ранняя дорога, но дорога удачная, общение удачное.
а в дальнейшем вам предлагают обязательства. И как будто все увеличивается в геометрической прогрессии, как будто все увеличивается вообще. Если это какие-то долги, то это будут большие долги, допустим, какие-то заемы, ипотеки, ну такие необъемные. Вы здесь можете взять больше денег, чем потом можете выплатить, допустим, сразу, либо условия довольно жесткие. Сначала гладко стелят, вам что-то предлагают немножко попробовать, вы пробуете, вам нравится, но потом люди могут войти во вкус. Здесь нет такого вот обмана как такового, но здесь есть предубеждение этих людей. Они как будто на вас начинают ездить буквально, как будто постепенно начинают выдвигать условия такого неподъемного свойства. Вы на это не рассчитывали. Вы рассчитывали на определенную сумму денег, допустим, если что-то купить. Вот такая ситуация. Но эта вещь может, допустим, подорожать, и тогда вы передумаете. Вот что-то увеличивается. Увеличивается ваш труд и увеличивается вещь в цене. Как же исполнится ваше желание и случится то, о чем вы мечтали в ближайшем будущем? Что еще, может быть, нужно сделать в своей жизни для привлечения удачи? Ситуация непростая, как будто вы здесь себя вините. Что, возможно, что-то не успели, что-то не доделали, может быть, какие-то проволочки были. Такая вот несобранность здесь выходит, либо не проконтролировали вопрос. А вопрос связан с детьми, с вашей семьей. Но в данном случае вы должны получить какую-то поддержку от родных. Вот придет вот это осознание, что нужно делать было вот так вот. И вы как будто переделываете. Вы сможете переделать. Вы сможете собраться. Здесь две женщины к вам выходят, которые вам в этом будут помогать. Одна женщина, возможно, это женщина, которая близка к вам по роду, а другая может быть подругой и сотрудницей. Но в большей степени вы как будто корите себя. Ну вот, либо страхи просто есть. Вам, может быть, предлагают заняться каким-то делом, а вам кажется, нет, я еще не готов, не готова. Еще нужно подождать. Вот такая ситуация здесь проходит. Либо ваша нерешительность, либо проволочки извне. Ну, посмотрим сейчас. Вот есть такие отношения очень теплые. Теплые отношения в семье. И речь может идти о любовных связях. И речь может идти, конечно, о ситуации в семье. Итак, у вас есть человек определенный, который, ну, буквально к вам неровно дышит, либо вы к нему. Может быть такая неразделенная любовь, либо есть подруга такая верная у женщин, допустим. Может быть, это ваша мама, бабушка. Вот какая-то женщина есть, но ради которой будете стараться. И здесь выходит все-таки ваша успешность, то есть цель оправдывает средства. Либо ваши комплексы, либо ваши страхи, они окажутся беспочвенными. Вам здесь очень хорошую поддержку и моральную, и финансовую окажут, если она вам нужна. Если не получается что-то купить, провести какую-то сделку, не получается получить, может быть, деньги. Очень хорошая карта. Туз у вас здесь вышел кубков, ситуация будет исправляться, и ваша, можно сказать, здесь харизма вам будет помогать. Ну и ваш такой потенциал, можно сказать, то есть вы привлекаете к себе людей разного рода, и не очень хороших, кстати, из-за которых, может быть, страдаете, ну потому что вы привлекательны вообще. По тузу кубков, двойки наших кубков, можно сказать, вы человек харизматичный, привлекательный. У вас есть потенциал, у вас есть, можно даже сказать, вот очень хорошая поддержка за спиной. Может быть, ваш партнер. Это может быть даже какая-то ревность. Как будто вас здесь ревнуют. И вы очень скоро будете успешным человеком. Так что, возможно, ревность даже к вашему будущему некому продвижению, и ситуация исправится. Вы находите какую-то вот точку опоры, можно сказать, защиту, поддержку.
Вот эта вот коробка, которая здесь вышла, говорит о том, что процесс наладится. Если у вас на сегодня, ну, буквально как будто почва такая неустойчивая, может быть, жить негде. Вот вы встретили человека, допустим, а здесь такая встреча идет, любовь здесь возможна, встреча, если вы находитесь в поиске, кого-то полюбили, либо вы переезжаете, может быть, то вот такое переживание, как я буду жить на новом месте. А самое главное, как мои дети будут на новом месте. Ну и мой партнер тоже. Как я обживусь на новом месте, если вы уезжаете к своему партнеру. Но знайте о том, что вас ждут какие-то особые условия. И вот заключение здесь идет и брака, и сделки. Ну, шикарная карта, карта бриллианта, карта драгоценного камня. Вы для своего партнера вообще как драгоценный камень. Вас здесь оберегают. Если что-то не так, вам предоставляют доказательства любви, если вы ревнуете, допустим, либо вас ревнуют. Есть здесь такие отношения непростые, с одной стороны, ну а с другой стороны, вот жизнь кипит. Хочется быть любимым, любимой. Такого человека здесь можно встретить по нашим картам, и все очень скоро, можно сказать, образуется. Здесь идет заключение сделки, заключение действительно союза. Ну, либо кто-то просто начинает жить вместе. А весь такой переполох может быть связан либо с ревностью какой-то недолгой, либо с неприятными условиями проживания, которые в скором времени изменятся на благоприятные.